Привет, друзья! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И, друзья, меня часто спрашивают, отдавая мне скутер на ремонт, а будет ли про мой скутер видео? И я часто на этот вопрос отвечаю, если мы найдем там что-нибудь интересненькое, какую-нибудь жесть или что-нибудь нестандартное, то, конечно же, видео будет. Я, по крайней мере, стараюсь вам именно такие случаи и показывать. И люди сразу такие: ой, не надо ничего нестандартного. Так вот, сегодня я расскажу вам про историю покупки вот этого вот скутера, вот этой прекрасной 650-ки, которая оказалась действительно нестандартной, и я расскажу вам о фатальной ошибке, которой можно было избежать и сэкономить десятки тысяч рублей. Итак, данный скутер приехал к нам из Воронежа. Со словами: я купил данный аппарат в Москве, мне сказали, все обслужено, отлично, можешь садиться и ехать. Вот человек купил его в Москве, доехал ровно до Воронежа, и вариатор отказался переключать передачи. Пробег его на данный момент составляет 47 тысяч, где-то 200 километров. И он погрузил его ближе к весне на прицеп и привез к нам в ремонт разбираться, потому что в Воронеже, как вы можете, наверное, догадаться, мастеров по вариаторам 650 довольно мало. Мы разобрали вариатор, ничего сверхъестественного, нашли проблему, которая является следствием заводского брака, то есть в муфту забыли с завода положить смазку. В целом вариатор оказался не так уж плох, мы заменим изношенные детали, поврежденные после вот этой самой проблемы. Ремень вариатора здесь оказался в хорошем достаточно состоянии, шестерни погранично, мы их заменим на новые, поскольку мы все равно залезли. Хотя, в принципе, при диагностике шестерен без разбора вариатора я бы еще сказал, что ездите, износ там примерно около 50%. Кстати, обратите внимание на шпонки на пробеге 47 тысяч километров. Состояние у них практически как у новых. Также в процессе разбора я обратил внимание на метки на оси подшипников маятника, которая подозрительно похожа на метки, которые наносим мы. А ответы на все вопросы про этот скутер открылись тогда, когда я пошел забивать список работ в историю. Это получилось уже после диагностики и после согласования работ по вариатору. После вариатора мы здесь еще будем согласовывать какое-то обслуживание, потому что человек хочет сделать все хорошо, потому что, как я понимаю, собирается ездить на данном скутере долго. Так вот, когда я начал вбивать его в историю, выяснилось, что скутер с таким номером рамы у нас был ровно год назад. Если я не ошибаюсь, его старый владелец был откуда-то из Балашихи, но могу путать. Здесь уже не суть важно. Значит, по-моему, скутер был куплен прямиком из Японии и сразу же привезен к нам на обслуживание, а также на ремонт водяной помпы, которая потекла. Мы перебрали помпу, поменяли 3 масла, отрегулировали подшипники маятника, выдали рекомендацию их менять, потому что они уже в плохом состоянии. Также выдали еще несколько рекомендаций по скутеру, которые нас смутили. Человек даже отказался менять тормозную жидкость с антифризом, мотивируя это тем, что дорого, денег сейчас нет. И в общем и целом уехал кататься. Сказал, что будет копить деньги, после чего к нам опять приедет. Окей, ради бога, мы же никого не заставляем, однако рекомендуем делать хорошо и один раз, чтобы весь сезон уже об этом не думать. Значит, возвращается к нам данный клиент где-то примерно через неделю и говорит, что у него есть проблема. Типа, когда разгоняешься, скутер подвисает как бы на первой передаче, то есть не всегда переключается. Бывает такое, что что-то там подклинивает или что-то не работает, и он остается на первой. Газ сбрасываешь, как-то поплавнее начинаешь разгоняться, и он опять работает. Я осмотрел стопорный болт, послушал, как работает двигатель, он попросил меня прокатиться, чтобы я понял, о чем мы говорим. Я редко катаюсь на клиентских скутерах, но если вариантов нет, то бывает. Я выехал на дорогу, прокатился,
пофиксил эту проблему, действительно сказал, что да, что-то не так с вариатором, нужно его разбирать и смотреть, какая эта проблема проявляется. Рекомендовал человеку не ездить своим ходом, потому что это может резко дороже стоить, если это продолжать делать. Значит, человек меня послушал, сказал, что денег у него нет, он будет думать, что ему делать, и свяжется со мной. С тех пор я о нем ничего не слышал, прошел год. И внезапно выясняется, что это тот самый скутер. То есть человек вместо его ремонта решил ничего не делать, деньги не вкладывать и продать его следующему. Естественно, продать как хороший, да еще и со словами, что все обслужено, друг мой, езди. Как там было? Мы, русские люди, не обманываем друг друга. До Франциска доедет, до Чикаго и обратно тоже. Но до Воронежа, к сожалению, не доедет. Полагаю, что продавец данного скутера не озвучил, где конкретно он делал обслуживание. И понятное дело, что он мог вообще наврать, что он что-то делал. Тем не менее, враньем это не было. Однако, вы знаете все, что профильных сервисов по Бургманам в Москве не так уж много, и наш один из них. И я уже неоднократно говорил в вашем видео, это вот к слову, как этой ошибки можно было избежать, я неоднократно говорил, что можно мне набрать, а еще лучше написать в WhatsApp, потому что в сезон говорить всегда неудобно. Можно скинуть номер рамы и госномер скутера, и я абсолютно бесплатно в истории посмотрю, что делалось у нас, был ли у нас когда-то этот скутер и так далее. Я с 2018 года, с апреля, веду историю всех скутеров, с которыми мы что-то делаем. Я фиксирую даты, пробеги, какие-то работы, которые мы делаем в подробностях. Я фиксирую, соответственно, какие замечания у меня возникли, какие-то мои размышления. Иногда, если у меня есть серьезные подозрения о скрутке пробега, я их прописываю в замечаниях. Здесь вот в замечаниях я написал, что рекомендовано заменить подшипники заднего маятника, рекомендовано заменить там задние колодки. К сайлентблокам двигателя вот такое примечание, такое. Если как бы мне что-то бросается в глаза и мы это не устраняем, я, не всегда, конечно, понятно, что я тоже человек, бывает, могу что-то забыть, но часто я это в особых отметках у себя упоминаю именно для себя, именно на те случаи, если скутер всплывет в продаже, и мне нужно будет дать какую-то оценку его состояния. В первую очередь для того, чтобы не возникало возможности обмануть покупателя при продаже. И все мои коллеги, причастные так или иначе к теме, уже давно говорят мне, что я зря предоставляю эту информацию бесплатно и что она стоит денег и достаточно приличных. Пока еще я за нее денег никаких не беру, как раз таки с целью того, чтобы люди честнее и ответственнее общались друг с другом и подходили честнее и ответственнее к сделкам такого рода. Если уж надо что-то сделать, скажи об этом честно. Не надо вот это вот утаивать и спихивать эти вложения на другого человека. Я понимаю, что у многих из нас нет совести, у многих людей, которые там что-то продают, покупают, и что вообще на рынке два дурака. Я не обвиняю продавца. Нет. Я лишь говорю, что если бы покупатель был внимательнее и покупатель написал бы мне, я бы без проблем предоставил ему эту информацию и вспомнил бы, что это за скутер, и сказал бы, что возможно там будет какая-то проблема с вариатором. Потому что я без особых проблем вспомнил это спустя год. Да, безусловно, это там может быть, будет там 5 скутеров из 100, которые так вот могут попасть в точку, но вероятность выбора живого аппарата таким образом увеличивается. Вы часто спрашиваете меня, где купить живую 650-ку. И вот на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что не являются гарантией ни японские аукционы, хотя там вероятность чуть-чуть выше, безусловно, но бывало и с аукционов вскрывались какие-то скрытые дефекты, которые непонятны на аукционе. Вот. Я даже видел из Японии вариатор,
вариатор, который полностью собран из новых запчастей, но собран неправильно. В основном подавляющее большинство вариаторов не вскрываются в Японии. Вот. Поэтому ответ на этот вопрос только долго и упорно искать, внимательно, вдумчиво и видеть обман в любом сомнении. То есть, если есть какое-то сомнение, отказывайтесь, ищите следующий. Только так. А еще при покупке бэушного аппарата всегда нужно принимать риски и понимать, что даже если визуально все совсем красиво, риск все равно есть, техника старая. Этому скутеру уже скоро 20 лет, поэтому чудес не будет на этом рынке, к большому сожалению. Однако мы все поставлены в такие обстоятельства, что получать удовольствие от катания хочется, а позволить себе мы можем далеко не все новое и очень свежее. Поэтому выбираем, смотрим, чиним. Мы в свою очередь от себя все усилия прикладываем, чтобы вы ездили на исправных скутерах. Кстати, если помните, для желающих обслужить свой скутер самостоятельно, я создал свой обучающий курс по 650-му Бургману. Он также есть, он существует, и приобрести его нужно, если вы хотите, написав мне лично. Все мои контакты есть по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. А мне пора начинать рабочий день. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Ездите на классных скутерах, выбирайте их аккуратно и не допускайте, пожалуйста, таких ошибок. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных роликах, и напишите, пожалуйста, в комментарии под этим видео все, что вы думаете об этой ситуации и что бы вы в ней делали. Всем пока!